Каждый лайк помогает каналу, спасибо. Салют, UFC Vegas 115 только что подошел к концу. Ренато Моикану и Крис Дункан — главный бой вечера. Янди Роба против Ричи Всо — главном событии. Также бились Азамат Бекоев, Абдул Рахман Яхьяев, Томми Макмиллан, Лэндо Ваната и остальные. Это обзор на все бои UFC Vegas 115. Меня зовут Влад Калугин. Вы на канале Дикий Бой. Поехали. Ровно через неделю UFC 327. Карт невероятный. Прямую трансляцию UFC всегда можно найти в нашем телеграм-канале. Там же видео нокаутов сразу после боев, анонсы и высказывания бойцов до и после поединков. Лучшее место для любого фаната UFC — это Калугин ММА. И в этом же телеграм-канале вы найдете фрибет 3000 от моих партнеров, которым можно подкрепить интерес к боям, ничем не рискуя. Если неудобно забирать в телеграм-канале, то можно сделать это по QR-коду на экране. А для англоязычной аудитории у нас есть Twitter, ссылочка на него тоже в описании, а мы начинаем. Этот поединок был добавлен в карту всего неделю назад. Кай Камака возвращается в лигу спустя 5 лет. После ухода из UFC он активно выступал в Bellator и PFL. Суммарно провел 10 боев и только в 2 потерпел неудачи. Соперник Кая — Дакота Хоуп, дебютант. Сейчас у него 5 побед подряд. Последние бои проводил в LFA и Fury FC, в лигах, за которыми пристально следят матчмейкеры UFC. В первом раунде Хоуп сумел добыть нокдаун и нанес кучу добивающих ударов. Но Камака сумел пережить этот натиск. 21-42 по значимым ударам. Ровно в 2 раза Хоупа превзошел соперника. Как раз за счет добивающих ударов после нокдауна. 1-0 Хоуп. Второй и третий раунды сложились более конкурентными. Камака активно шел вперед, а Хоупа принимал бой. В каждом из раундов Камака перестрелял по ударам соперника, примерно по 10 значимых ударов в каждом раунде нанес больше. А борьбы почти не было, поэтому у 2 судей справедливо эти раунды ушли Камаке, который побеждает раздельным решением судей. Наверное, Хоупу очень обидно, ведь второй и третий раунды он не проиграл так разгромно, как выиграл первый. После дебюта в UFC Дионе Барбоза не смогла выйти на победную серию. 2 победы и 2 поражения в лиге у нее прямо сейчас. Бразильянка обладает серьезной джиттерской базой. Несмотря на то, что у Мелиссы Гато в UFC рекорд 3-2, все ее победы здесь были одержаны нокаутом. Правда, Гато редко выступает, последний бой был аж в 2024. Первый раунд получился близким, а вот второй и третий без особых проблем выиграла Барбоза за счет борьбы. Она лучше в грэпплинге, больше контролировала, больше угрожала сабмишенами, но есть нюанс. Во втором раунде она пробила сокер-кик, что, конечно же, запрещено в ММА, за что с нее сняли 1 балл. Поэтому победа в бою была под угрозой. Один рефери оценил бой 28-28, а 2 других 29-27 в пользу Барбозы. Она побеждает решением большинства. Азамат Бекоев пришел в UFC только в прошлом году и провел 3 боя. После 2 побед нокаутом в первом раунде он уступил досрочно серьезному сопернику Юсри Белгаруи, который дрался буквально на прошлых выходных и добыл 2-ю победу в UFC. Трэшен Гор, его оппонент, идет на серии из 2 поражений. Неудача сегодня поставит американца в крайне затруднительное положение, ведь у него уже в UFC рекорд 2-4. Раунд первый очень близкий, парни отлично пробивали одиночные удары плотно и точно. Особенно мощно выглядели взаимные мидл-кики. Но все же в концовке добавил Бекоев, я бы, наверное, раунд отдал ему. В начале второй 5-минутки Азамат добывает нокдаун. Сыпет град из добивающих ударов, но Гор поднимается, и не просто поднимается, он жестко отвечает в стойке и переламывает ход поединка. Он выглядит немного свежее, Азамат все время идет вперед, но уже без преимущества. Однако нокдаун есть нокдаун, Бекоев забирает раунд. Третья 5-минутка. Гора лучше готов по кардио. Сначала он пробивает серию мощных лоу-киков. Затем оказывается в маунте и обрушивает ground and pound. Следом пытается задушить через руку, не выходит, и он перешел на коронную гильотину. Азамат Бекоев уснул, а Трэшен Гор, будучи одним из самых больших андердогов турнира, побеждает удушающим в 3-м раунде. Алис Перейра дебютировала в UFC как самая молодая девушка-боец в истории промоушена. Стартовать в лиге с победой не удалось, в сентябре бразильянка проиграла раздельным решением. Соперница Перейры Хейли Коуан. Американка аж на 14 лет старше своей визави. В
карьере у Коуэн 11 поединков, а вот в UFC она выступает с 2023 года, и пока что у нее только 2 поражения в 2 боях в лиге. Здесь мы переместимся сразу во второй раунд, потому что первый потерял какой-либо смысл. Во второй 5-минутке Элис Перейра выбрасывает точное колено в голову. Соперница летит в нокаут, и пока она падает, Перейра успевает еще вдогонку добавить прямой удар. Это глухой нокаут в исполнении Элис Перейры. Шама, женская версия, шикарный финиш. Лэндо Ваната не выступал ровно 3 года. В апреле 2023 он уступил Даниэлю Зелхуберу и больше не появлялся. Соперник Ваната идет тоже после приличного простоя. Дариус Флауэрс не дрался почти 2 года. У обоих бойцов отрицательные рекорды, но как раз они вполне возможно подарят нам яркий финиш или жесткий бой. Первый раунд был близким, парни в стойке поразменивались и в грэпплинге тоже. Инициатива от одного переходила к другому, но концовка явно была за Флауэрсом, он неплохо закидал Ванату ударами в партере. И вот какая была концовка первого раунда, так Флауэрс и победил во втором. В партере он обрушил град ударов, у Ванаты пассивная защита, остановка. Дариан Флауэрс побеждает техническим нокаутом во втором раунде. После боя появилась информация, что, судя по всему, у Ванаты случилась травма ребра. У Алессандро Косты и Стюарта Никола 79 и 88% досрочных побед соответственно. Никол, например, до прихода в UFC вообще был непобежденным, а все выигрыши были добыты исключительно финишами. Коста же в обоих победных поединках в UFC оформил победу нокаутом, но при этом уже 3 раза уступил. Начали бойцы вполне на равных, опасные атаки с обоих сторон, но с каждой минутой Коста прибирал поединок к своим рукам. Уже к концу первого раунда он почти полностью забрал это преимущество. Отлично комбинировал удары по разным этажам. Во второй 5-минутке он продолжил чередовать атаки по голове и корпусу и настолько сильно отбил корпус сопернику, что тот был вынужден опускать руки очень низко. И в какой-то момент Коста перестал наносить удары в корпус, оппонент подрасслабился и поднял руки. Как тут же залетел удар точно в печень, и оппонент сложился. Алессандро Коста побеждает нокаутом по печени во втором раунде. Гильерме Пат дебютировал в UFC в декабре. Он выиграл поединок решением судей, хотя до финиша не хватало прям совсем чуть-чуть. У бразильца всего 6-0 в профессиональной карьере, которую он начал меньше 4 лет назад. У Томаса Петерсона выступлений побольше. В UFC американец провел 5 боев, но выиграл лишь в 2. Пока что результаты Петерсона нестабильны, и 2 последних поражения и вовсе были нокаутом. Первые 2 раунда были совсем незрелищные. Бойцы выбросили по 6-7 ударов в каждой 5-минутке, и у Пата попадания выглядели более акцентированными. Но третий раунд был невероятно разгромным в исполнении Петерсона. Он добыл нокдаун почти в самом начале и все 5 минут пытался добить соперника. Только вдумайтесь, 44-1, такая разница по акцентированным ударам в третьем раунде. Раунд вполне тянет на 10-8. Один судья поставил ничью, а 2 других отдали победу Петерсону. Он побеждает решением большинства. Хосе Делано, выходец из лиги LFA, в которой он сделал рекорд 6-1 и дважды брал пояс, пусть и вакантный. В сентябре ему выпала возможность выступить на претендентской серии Дэйна Уайта, победил решением судей, и вот Делано в UFC. Соперник для дебюта ему достался не самый простой – поляк Роберт Рухола, экс-чемпион лиги KCW. В дебюте в вязком и не самом зрелищном поединке он уступил Уильяму Гомесу в Париже по очкам. Парни отбились все 3 раунда, но только первый вышел близким. Делано отлично отработал бой в стойке, разнообразно атаковал, подключал кики, удары по этажам, а с Рухолы еще и бал сняли за то, что он 2 руками вцепился за сетку. Как итог, никакой интриги на объявление победителей. Делано побеждает единогласным решением судей. Томми Макмиллен, протеже Шона О'Мелли, а также его товарищ по команде. В сентябре на Contender Series он провел близкий бой с Давидом Мгаяном и выиграл по очкам. Все победы до этого были досрочными. Его соперник Маноло Зекчини. Вы могли бы подумать, что он тоже дебютант, но нет, итальянец просто не бился 3 года с момента первого боя, тогда он проиграл нокаутом Моргану Шарье.
Томми Макмиллен и Манола Зекчини сразу начали жестко размениваться, практически не думали о защите, и в этих разменах лучше был Томми. Он и попадал больше, и урона наносил тоже больше. К концу раунда он сумел окончательно прибрать инициативу и забил соперника до судейской остановки. Поединок вышел интересным, но есть чувство, что если немного Томми поднять оппозицию, то у него могут возникнуть большие проблемы. Не самая большая скорость, плохая защита, но победа есть победа. Эйтин Юинг залетел в UFC на супер коротком уведомлении на турнире в Мэдисон Сквер Гарден против Малькома Уэллмейкера, шедшего 3-0 в UFC. К всеобщему удивлению, Юинг смело рубился с соперником и перебивал его, а по итогу забрал победу решением, совершив апсет. Рафаэль Эстеван побеждает не очень зрелищно, но пока идет без промахов. 14-0 в карьере и 3-0 в UFC максимально приближают его к топ-15. Раунд первый. Юин быстро нащупал свой темп и начал потихоньку разгоняться и перестреливать соперника. Эстеван почувствовал, что уступает в стойке, попытался побороться, но все тщетно. Пришлось размениваться в стойке, а там Юин был на высоте и на последних секундах сумел отправить на канвас Эстевана 1-0 Юин. Второй и третий раунды — тотальная доминация Эйтина Юина. Он прижимал клетки Эстевана и разбирал на кусочки ударами, втыкал в том числе локти. И в конце концов в третьем раунде отправил его в нокаут. За Юином следить нужно 100%. В дебюте он апсетнул Уэллмейкера, сейчас нокаутировал непобежденного Эстевана. Абдул-Рахман Яхьяев ураганом ворвался в UFC на турнире в Катаре, который проходил в сентябре. За 33 секунды он успел уронить, а затем задушить своего соперника. К слову, на претендентской серии ему потребовалось на 3 секунды меньше, чтобы нокаутировать оппонента. Соперник Яхьяева Брэнсон Рибейра имеет больше опыта выступлений по профессионалам, но вот в UFC у него 2-4, и в последних двух поединках он проиграл нокаутом в первом раунде. Бой начался с опасных разменов, опасных для обоих бойцов. Рибейра выбросил точный хайкик, но Яхьяев не просто его выдержал, он подхватил ногу и перевел бой вниз. Немного ушло времени на улучшение позиции, но в конце концов он вышел на удушающий. Брэнсон Рибейра стучит, а Яхьяев одерживает очередную быструю победу в первом раунде. Теперь его рекорд 9-0. Главный бой вечера. В октябре Вирна Яндироба встретилась с Маккензи Дёрн за чемпионский титул. В том поединке Дёрн оказалась лучше и без особых проблем забрала победу. Для Яндироба это поражение стало первым за последние 4,5 года. Сегодня она вновь встречается с бразильянкой. Табата Ричи занимает 7-ю строчку рейтинга и намеревается попасть в топ-5. Но сможет ли она одолеть опытную соперницу в лице Вирны, давайте посмотрим. Девушки отбились все 3 пятиминутки в стойке, в целом конкуренция была, только вот стойки почти не было. Яндироба без каких-либо проблем смогла забороть Табату Ричи в первом и втором раундах. Она ее переводила когда хотела и удерживала внизу, до сабмишена было далеко. В третьем раунде Ричи сама смогла добыть тейкдаун, но вот в стойке выглядела хуже. Победу единогласным решением судей 30-27, 29-28, 29-28 одержать удалось Вирне Яндиробе. Напомню, что видео нокаутов можно найти в нашем телеграм-канале и там же узнать вообще все, что нужно знать фанату UFC. Ссылочка будет в описании, там же FreeBet 3000 или по QR-коду на экране. Главный бой вечера. Крис Дункан идет на серии из 4 побед подряд, 3 из которых одержаны удушающим приемом. Дункан крепок в стойке и тяжело бьет с рук, так что для любого бойца своего уровня точно станет проблемой. Собственно, такое у него и прозвище – проблема. Крис бьется сегодня с Ренато Моикано, который уже не на пике и получает таким образом возможность пробиться сразу в топ-10. Но позволит ли это сделать бразилец, ведь до поражений Дариушу и Махачеву у Моикано была серия побед? Давайте смотреть. Раунд первый без опасных моментов. Ренато Моикано оказался чуть впереди по акцентированным ударам 13-10, и несколько раз за раунд он пытался добыть тейкдаун, но Крис отзащищался. Ренато ограничился контролем возле клетки, и, вероятно, раунд будет за бразильцем. Вторая пятиминутка. Крис активно начал инициировать размены и пошел вперед.
Но Ренато хорошо встретил двойкой, а потом левым хуком отправил в нокдаун Дункана. Внизу начал его добивать, тут же разбил ему все лицо, методично улучшал условия для сабмишена и к концу раунда все-таки задушил Криса. Ренато Моикано одерживает победу удушающим во втором раунде. Шикарное выступление от бразильца. Заряжайте лайк и пишите в комментариях, кто сегодня наработал на бонус в $100 000 от лиги. Переходи в телеграм-канал или твиттер, смотри видео нокаутов, ссылочка в описании. До встречи, друзья мои. Пока-пока.